Итак, всех приветствую. На этот раз я хочу записать видео о том, почему же в феврале 28 или 29 дней, а не 30 или 31, как во всех остальных. Все очень интересно и все связано с зимним солнцестоянием, осенним равноденствием. Дело в том, что зима и осень короче, чем весна и лето. Я приведу пример, и вы все увидите своими глазами. Подумать, что в феврале должно было быть 30 или 31 день, но на самом деле дней здесь на двое меньше. Смотрите, в зиме, именно зиме по факту 89 дней будет зимнее солнцестояние, а именно от него я веду отсчет, было 22 дня декабря месяца в 4:27. А весеннее равноденствие, когда по факту начинается весна, и как и ее считали изначально наши предки, будет 20 марта 24 года в 4:06. Я посчитал так: 89 дней, 31 день до 22 января, 31 еще до 22 февраля и 27 дней до 20 марта. 89 дней. То есть, если декабрь и январь будут 31 день по 31 дню, то февраль должен будет быть вообще 27 дней длиной. Даже короче, чем он есть сейчас. И это значит, что к декабрю приписали один день, отобрав его у февраля. Почему отобрав его у февраля? Потому что декабрь месяц воспринимался людьми как начало зимы. Хорошо, потому что это первый снег, это заканчивались все полевые работы. Я еще помню, на селе у нас такое было. Начинали в гости ходить, потому что до этого было просто некогда. И отобрали его у февраля, ибо февраль воспринимался людьми, да сейчас воспринимается как последний месяц зимы, который надо вытерпеть, а потом весна будет. А вот здесь я привел точные расчеты, сколько длилась весна, лето, осень и сколько будет длиться зима. И сколько вообще занимает времени солнечный год, то есть от весеннего равноденствия, которым было в 23 году, до весеннего равноденствия, которое будет в 24-м. 365 дней, 5 часов и 42 минуты. То есть приближенно 365 дней и 6 часов, как это нам говорят астрономы. И мы заметим здесь, что весна включает в себя 93 дня, точнее 92 дня, 18 часов и 33 минуты. А лето вообще самое длинное, почти 94 дня. Зато зима и осень 90 и 89 дней, даже чуть меньше. Я тут сравнил, какая длительность весны, лета, осени и зимы, какая она должна быть, и какая она по календарю. Но учтите, что отчет длительности времен года, такой как он должен быть, я вел от дней весеннего, от дней равноденствия и солнцестояния между ними. А вот здесь я вел отсчет весны, лета, осени и зимы по месяцам, какие есть в календаре. То есть март, апрель, май, июнь, июль, август. Учтите. Так вот, весна была укорочена на один день, лето вообще на 2 дня. Зато осень и зима стали длиннее на один день или даже 2. Почему это сделали? Потому что, как и вы видите, они, осень и зима, и так уже очень короткие. И надо было этот дисбаланс как-то выровнять. И астрономы или, может, власть имущие посчитали, прибавим им по одному, по 2 дням. Они ведь и так слишком короткие.
Вот вы видите, как на самом деле было изменено. Декабрь стал, как я уже сказал, на один день дольше. Кстати, и октябрь стал на один день дольше. Почему? Потому что он окружен двумя месяцами по 30 дней. А если бы и он был 30 дней, ну было бы вообще какой-то дисбаланс, дисгармония. А июнь и апрель, я так предполагаю, были, от них отняли эти дни, которые им принадлежали бы по праву. Потому что и так вокруг 31 день. И было бы слишком много месяцев по 31 дню. Если вам понравилось это видео, то, естественно, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, делитесь с друзьями и пишите свои мнения в ответах, в комментариях. Всем всего доброго и изучайте календарь и не только.